Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда баран подозревает, что снаружи кто-то есть, и открывает дверь, он находит Акифа. Пока они говорили на улице с Акифом-бараном о том, что Шаир не уезжает за границу и что ему следует быть осторожным, к ним приходит Дилан. Когда Дилан спрашивает, что случилось, Акиф отвечает, что я был здесь на дежурстве и хотел зайти, когда услышал, что ты здесь. Дилан приглашает их, но Акиф оставляет их, говоря, что пойдет. Затем приходят Дилан и Беран и говорят о том, что у них больше нет оправданий для просмотра фильмов. Джавахир говорит Шаиру, что нам придется изменить план, будет лучше, если мы не придем, и они начинают ждать утра. Тем временем баран отправляет Ферату сообщение, сообщая ему, что Шаир не уезжал за границу и просит их быть осторожными. Когда Дилану больно, Беран делает ему массаж и расслабляет. Дилан пропускает часть фильма, когда засыпает во время его просмотра. Тем временем, когда Ясмин и Берк возвращаются, они говорят Харуну, что мы не хотим идти без тебя. Когда Харун рассказывает Ясмин о том, что он узнал, он приходит к Берку и спрашивает, в каком отеле ты работаешь. Когда Берк пытается продолжить ложь, Харун говорит, что хватит, я позвонил в этот отель, и они сказали, что здесь это не работает. Берк, на этот раз я снова соврала и подала заявку в тот отель, я тебе говорила, что они его обязательно купят, но они этого не сделали. Потом он говорит, что я не мог тебе сказать, мне было стыдно, и теперь я тебя смутил, да. Он пытается закрыть тему, спрашивая, исчезнет ли Ясмин или что-то в этом роде, мы друзья и такое случается. Когда Берк грустно покидает ресторан, говоря, что бы то ни было, Ясмин спрашивает Харуна, понравилось ли ему то, что он сделал. Во время просмотра фильма Дилан снова засыпает и хочет снова перемотать фильм, потому что он так много пропустил. Баран не ломает его и перематывает заново. Поскольку Дилан пропустил большую часть фильма, он расспрашивает барана обо всех деталях, но когда он снова засыпает, пытаясь посмотреть, баран возражает и говорит, что на этот раз мы пойдем спать. Когда госпожа Азади заболевает, ее сыновья паникуют. В то время как госпожа Азади говорит, что смерть приближается ко мне, она говорит, если вы оставите то и это, я уйду без своих детей. Я пойду с широко открытыми глазами. Леди Азади винит себя в том, что братья и сестры стали врагами друг другу, и плачет, говоря, что не может быть для тебя матерью. Когда господин Кудрет спрашивает, что это за слова, госпожа Азади умоляет их обоих помириться. Она рассказывает Берану, что она чувствовала, когда Беран и Дилан впервые встретились в этом доме. «Впервые я увидел в этом доме совсем другого барана», — говорит он веселее, улыбчивее и теплее, как восход солнца зимой. Потом он вспоминает, что Дилан Беран была полна радости, чистя печь в этом доме. Беран, мы называем это огнем любви, я знаю по себе, рассказывает, что он чувствовал к Дилану в то время. Дилан просыпается и пытается разбудить барана. Баран глаз не открывает, спит и шутит, что заразился от любовницы, думаю, от жены. Джавахир говорит Шаиру, что после избавления от барана Карабея все станет лучше. Когда Берке приходит в ресторан, она понимает, что между Ясмин и Харуном существует разлад, и говорит себе, подожди, для тебя сейчас лучшие дни. Затем он протягивает мне конверт с надписью «Это для тебя» и говорит, «Я был бы признателен, если бы ты принял это как извинение. Я подумал, что вы могли бы пойти в кино и хорошо провести время вместе». Когда Берк говорит, что я решила вернуться в Германию и больше не быть ни для кого обузой, Ясмин говорит, «Подожди, не торопись, мы поговорим и найдем для тебя здесь работу». Пока Дилан разговаривает с тетей Береван, тетя Береван сообщает ей местонахождение свертка с платьем, унаследованным от мисс Эйтон. Дилан благодарит его и очень радуется. Когда Беран приходит в комнату, он говорит, «Смотри, тетя Береван приготовила для нас сверток». Баран помнит, что платье с фотографией принадлежало его матери.
Когда Дилан хочет его надеть, она видит, что оно где-то порвано, и говорит: «Я пришью его, оденусь и вернусь». Когда Бэрон собирается выйти из комнаты, Дилан внезапно чувствует боль. Когда Бэрон паникует, Дилан говорит: «Успокойся, давай выделим время и посмотрим, так ли сказал врач». Бэрон говорит: «Давай одевайся, позавтракаем». Он спорит с Фератом Гюлем об Азре и ведет себя по отношению к ней. Пока они вместе сидели на балконе после завтрака и разговаривали, Дилан сказал: «Послушай, ты видел, сколько часов прошло, нет боли во имя боли». Пока Баран говорит: «Я проведу тебя через любую боль, если это необходимо», Джихан звонит, и они разговаривают. Повесив трубку, Бэрон спрашивает, улетит ли наш ребенок из дома, когда вырастет таким, и Дилан говорит, что да, может быть, но расстраиваться по этому поводу пока рано. Поскольку голос Джихана тихий, все в особняке думают о нем. Но Ферат объясняет, что это нормально и это смена часовых поясов. Когда Дилан Эйтен вышивает кровавый цветок на своем платье, Баран удивляется и спрашивает. Дилан идет носить его и говорит, что, по ее мнению, это было бы здорово. Пока Ясмин пытается морально поддержать Берка и так называемую поддержку, в ресторан поступает заказ. Харун считает, что это невыполнимый приказ, и вместе с Ясмин решает отменить его. А пока Берк нас поддерживает, говоря, что если мы сделаем это вместе, то получится. Когда Дилан надевает платье, у нее внезапно возникают боли. Бэрон спокойно отсаживает его в сторону и выходит за сумкой. Харун вместе с Ясмин и Берком заходит на кухню, чтобы в течение часа приготовить ужин, и начинает усердно работать. Бэрон и Дилан немедленно садятся в машину и отправляются в больницу. Джавахир и Шаир тоже садятся в машину и уезжают, строя новые планы. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.